Всем привет! И без того обширный ассортимент бюджетных китайских кроссоверов от автобренда Geely в марте ушедшего года пополнена новая модель, выпущенная в продажу на авторынок Поднебесной в базовом исполнении. Паркетник на внутреннем рынке получил название Geely Highway. Экспортная же модель именуется как Akavango. Она, как и авто, предназначена для жителей КНР, является полноразмерным автомобилем. Но только за рубеж Geely Akavango поставляется не с пятиместным салоном, а семиместной раскладкой. Но это не единственное ее отличие. Дизайн обновленной модели 2021 года менять не стали, а вот техника установлена другая. Фактически, экспортная модель представляет собой мягко-гибридную версию флагманского кроссовера, позиционирующегося производителем в качестве комфортного и безопасного семейного авто, пригодного для повседневной эксплуатации и активного отдыха. Но теперь обо всем поподробнее. Экстерьер авто почти полностью повторяет внешний вид Geely Highway, разве что не видны выстроившиеся в столбики светодиодные ДХО, но это скорее всего особая фишка, созданная с целью интриги. Конструктив передка привлекает внимание закругленными боковинами выступающего бампера, большим форматом нижнего воздухозаборника и спортивной конфигурацией диффузоров, укомплектованных противотуманками. Что касается габаритов, то длина обновленного китайца 4835 мм, ширина 1900 мм, а высота 1780 мм, колесная база 2815 мм. То есть по своим размерам Geely Akavango близок к Toyota Highlander прежнего поколения. Дорожный просвет кроссовера сравнительно неплох. Он насчитывает 190 мм. Автомобиль отличается объемным багажником на 2360 литров, что, разумеется, актуально при сложенном ряде сидений. Geely Akavango оснащается 17 или 18 легкосплавными дисками, шинами размером 225 на 60 и 225 на 55. Предусмотрено и запасное колесо, но не в уменьшенном размере. На крайний случай это лучше, чем ничего. Уже в первом поколении комплектации Geely Akavango обзавелся технической и электронной оснасткой, характерной для модели более высокого ценового уровня. Новинка демонстрирует несколько вариантов тканевой или кожаной салонной отделки, высокую информативность приборного оборудования и профессиональную эргономику посадочных мест. Конструкция удобного в захвате спортивного мультируля предоставляет полноценный обзор аналога цифрового или топового виртуального приборного щитка. Функции активации салонного оборудования асимметрично распределены между кнопками мультируля и медийно-командным дисплеем центральной консоли. В составе торпеды имеется блок вентиляционно-отопительных дефлекторов и компактная панель с альтернативными переключателями и портами подключения цифровой периферии. За безопасность вождения отвечает продвинутая электроника, в том числе системы мониторинга дорожной обстановки, видеокамеры кругового обзора, партроники и другие современные функции, свойственные автомобилям последних поколений. На внутреннем рынке кроссовер комплектуется тандемом из турбированной четверки 1,8 литра мощностью в 184 лошадиные силы, выдающим 300 ньютон-метра крутящего момента и 7-диапазонной автоматизированной переднеприводной трансмиссией. Европейская версия оснащается так называемым мягким гибридным двигательным комплексом, заполненным электромотором с суммарной мощностью 190 лошадиных сил и крутящим моментом в 300 ньютонов. В зависимости от комплектации расход топлива в смешанном режиме составляет 8 литров. Максимальная скорость авто ограничена в 200 км в час, а разгон со старта до 100 км в час займет 9 секунд. Передняя подвеска традиционно представлена стойками Макферсон, сзади же расположена торсионная балка. Тормоза с обеих сторон дисковые, спереди предусмотрена вентиляционная пластина. Стояночный тормоз электронный. Новый Geely Akavango 2021 модельного года представлен в 4 модификациях. Минимальная комплектация оценивается в $16 тысяч. Две промежуточные версии можно приобрести за $17 тысяч и $18,5 тысяч. Топовая версия оценивается в $21 600, что неудивительно, ведь уровень ее оснащения приближен к планке премиальных автомобилей.
На этом все. Если видео понравилось, буду признателен за лайк и подписку. И чтобы не пропускать новые видео, нажмите на колокольчик. Спасибо за внимание. Всем пока.